Стивен Кинг. Убийца. Внезапно он проснулся и осознал, что не помнит, кто он или что он делает здесь, на военном заводе. Он не помнил своего имени и того, что он здесь делал. Он не помнил ничего. Завод был большим, со сборочными конвейерами и клик-клакающим звуком состыковываемых вместе деталей. Он взял один из собранных пистолетов из коробки, в которую они автоматически упаковывались. Очевидно, он работал за станком, но сейчас тот был остановлен. Было похоже, что он взял пистолет рефлекторно, не задумываясь. Он медленно пошел в другую часть завода по узкому мостику. Там стоял еще один человек и упаковывал патроны. «Кто я такой?» – медленно произнес он, запинаясь. Мужчина продолжал работать. Он не поднял глаз, не подал знака, что услышал. «Кто я такой? Кто я такой?» – закричал он, но хотя весь куполообразный завод наполнился его дикими воплями, ничего не изменилось. Люди продолжали работать, не поднимая глаз. Он с размаху ударил пистолетом по голове упаковщика патронов. Раздался хруст, и упаковщик упал лицом вперед, разбрасывая по полу патроны. Он поднял один из них. Случилось так, что калибр был верным. Он зарядил еще несколько патронов. Над ним раздался щелк-щелк шагов. «Кто я такой?» – закричал он вверх, не ожидая ответа. Но мужчина посмотрел вниз и побежал. Он резко направил пистолет наверх и дважды выстрелил. Мужчина остановился и упал на колени. Но перед падением он нажал на красную кнопку на стене. Завыла сирена, громко и отчетливо. «Убийца! Убийца! Убийца!» закричали громкоговорители. Рабочие не подняли глаз. Они продолжали усиленно трудиться. Он побежал, пытаясь уйти от сирен, от громкоговорителей. Он увидел дверь и побежал по направлению к ней. Она открылась. Там стояло 4 человека в форме. Они выстрелили в него из странного энергетического оружия. Разряды пронеслись рядом с ним. Он выстрелил еще 3 раза, и один из людей в форме упал. Его энергетическое оружие загрохотало по полу. Он побежал по другому пути, но из другой двери их подходило еще больше. Он дико оглянулся вокруг. Они окружали его со всех сторон. Он должен выбраться отсюда. Он взбирался все выше и выше по направлению к верхнему ярусу, но наверху их было еще больше. Он попался в западню. Он стрелял, пока его пистолет не опустел. Они приближались спереди. Некоторые сверху, некоторые снизу. «Пожалуйста, не стреляйте! Вы что, не видите? Я всего лишь хочу узнать, кто я такой!» Они выстрелили, и энергетические лучи вонзились в него. Все вокруг почернело. Они наблюдали, как над ним захлопнулась заслонка, и затем грузовик уехал. Один из них в любом случае становится убийцей. Как сейчас, так и раньше, сказал охранник. Я просто не понимаю этого, сказал второй, почесывая голову. Возьми, например, вот его. Вот что он сказал. Я просто хочу знать, кто я такой. Вот как было. Почти как человек. Я начинаю думать, что они делают этих роботов слишком хорошими. Они смотрели, как грузовик для починки роботов исчез за углом. Стивен Кинг. Убийца. Рассказ читал Олег Булдаков.
темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.